Я ничего не копирую. Мне хочется вам показать, что не вся та сказка, которая показана, становится былью. И повторяю, стараюсь повторить так, как делал это азиатский блогер. У меня есть орхидея, это орхидея Шанхай, ей более 20 лет. Прошлогодний цветонос, вот с ним мы и будем проводить эксперимент. Отрезаю цветонос с 3, даже 4 живыми почками. Здесь очень ювелирная работа должна быть, потому что почку повредить очень легко. Ой, ты пришел. Свет. Еще свет не включили. А ты уже пришел. Сёма. Место. Тебе не нравится чеснок? Место. Добрый день, друзья! Продолжаем нашу рубрику «Мифы и реальность». Под первым видео многие написали в комментариях: да, мы смотрим азиатских блогеров, волшебно, конечно, но часто это не работает. Другой климат, другие условия, поэтому там все растет, независимо от того, будет ли использован чеснок, куркума, корица, картошка, в общем, все, что только можно придумать, там и так все растет. Действительно, есть на нашей планете такие условия, где орхидеи и без наших усилий прекрасно растут и прекрасно себя чувствуют. Но нам приходится прилагать какие-то усилия для того, чтобы, например, орхидея дала детку на цветоносе. И эти усилия даже могут быть минимальными. Стоит температуре в нашем регионе подняться до 30-32 градусов, и на цветоносах детки прекрасно появляются сами. И я вам этих деток показывала и рассказывала. И вот тот эксперимент, который я хочу провести сегодня, это не первый мой эксперимент. И 4 года назад мы делали такой эксперимент. И у меня выросла маленькая детка, но, к сожалению, потом погибла. Еще повторяли такой же эксперимент. Но выросли одни цветоносы. А цветоносы, к сожалению, в таких условиях не цветут. Так вот, сегодня мы повторим этот эксперимент так, как его предлагают сделать азиатские блогеры. Я ничего не копирую. Мне хочется вам показать, что не вся та сказка, которая показана, становится былью. И повторяю, стараюсь повторить так, как делал это азиатский блогер. У меня есть орхидея, это орхидея Шанхай, ей более 20 лет. Прошлогодний цветонос, вот с ним мы и будем проводить эксперимент. Отрезаю цветонос с 3, даже 4 живыми почками. Предлагается закрыть верхний срез, если он есть, каплей воска. Но так как цветонос сам засох и здесь нет никакого среза, я этого делать не буду. Туда и так уже ничего не проникает. А вот нижний срез, и это действительно так, и в прошлый раз мы это с вами делали,
Кстати, есть плейлист на эту тему. Так что я оставлю ссылку в правом углу экрана. А вам, если интересно, вы просто пройдите по этой ссылке и посмотрите, какие у нас там были успехи и неудачи. Нужно сделать срез наискосок под углом, для того, чтобы, когда орхидея будет стоять в сосуде, не закрывалось питание цветоноса. И он еще говорит, что, ну, это тоже действительно так, когда мы срезаем секатором, мы сжимаем конец цветоноса. Когда мы обрезаем тонким лезвием, не знаю, как у меня это сейчас получится, смотрите, видно разница в срезе. Этот раздавленный, а этот целый. Что еще нам предлагают сделать? Нам предлагают открыть спящие почки. Давайте попробуем это аккуратно сделать. Получится или нет? Большой вопрос. В старых своих видео почки я не открывала. Здесь действительно очень ювелирная работа, потому что почку повредить очень легко. Так. Пока ничего не получается, потому что здесь сухая чешуйка осталась. Ссылку на плейлист, который я оставила в правом верхнем углу экрана, это эксперимент именно на срезанных цветоносах. Я срезала несколько цветоносов и ставила даже в этот же вазончик, в который я и сейчас буду ставить. Так, ну что, мне крайне сложно это сделать, но я пытаюсь. Эти почки настолько хрупкие. Друзья, этот процесс очень длительный, и если вы уже поняли, как открыть почку, можете смело перематывать видео по таймингу до 13 минут 4 секунд. Так. Может быть, эта почка уже проснулась на цветоносе и сама бы выпустила цветонос. Ну да ладно, давайте с вами откроем не одну, а две почки. Можем и три, собственно говоря. Ну, в общем, сколько получится, столько и откроем. Почему у азиатских блогеров так легко открываются почки? Потому что они зеленые и вот такие влажные, поэтому Влажность выше. Да, поэтому нелегко открываются. И потом мы же не знаем, сколько он цветоносов повредил для того, чтобы открыть эту одну почку.
Я там тоже вижу почечку, но снять эту сухую часть не так просто. А повредить почку можно очень быстро. Так, давайте-ка я не буду эту почку открывать больше. Видно, что там она есть. А снимем еще одну часть вот у этой не засохшей почки. Вернее, не почка не засохшая, а вот эта часть. Да, все сложно снимать. И с той, и с другой части сложно. Знаю, как расслабляющую музыку. Но времени это занимает больше, наверное, чем все видео. Ах, вот она, вот она. Здесь она, конечно, есть, эта почечка. Но если первая видно, что у нее есть какой-то рост, вторую мы все-таки решили не срывать эту чешуйку. Там тоже она такая маленькая-маленькая. Эта почка. Сейчас я ее все-таки сниму. Так, ура! Раз, два, три. 3 почки. Что нам предлагали? Взять чеснок и 2 дольки чеснока разрезать, нарезать на мелкие кусочки, погрузить в воду комнатной температуры. Вода должна быть фильтрованная, чистая, без хлора. На 30 минут. Я это все сделала заранее. У меня воды литр. И я сделала 2 крупных дольки чеснока. Это ваза, в которой будет стоять орхидея. И предлагается использовать не мох, а флористическая губка. Но чтобы не устраивать здесь большого количества мусора, потому что губка мягкая. Сейчас вам покажу.
сильно сыпется. Но зато влагу в себя впитывает больше, чем мох. Я от большого куска, кстати, стоит такой кусок, такой блок, наверное, даже не кусок, а блок флористической губки, 150 рублей. И заказывала я его на Озоне. Вырезала круг по форме вазона. Это я все приготовила. Прошло полчаса. Так. После чего? Прошло полчаса после того, как я сделала воду с чесноком. Надеюсь, что настой уже получился. Все на глаза. А еще мне не нравится чеснок, поэтому у него глаза. Фильтруем раствор. В одном видео я видела, что нужно долькой чеснока натереть эти почки. В другом видео только лишь положить цветонос в раствор с чесноком. Не буду натирать почки. Так, погружаю. Наверное, придется погрузить так, а потом по-другому. Или, знаете, давайте что сделаем. Ну, ничего, что вазончик будет потом влажный. Мы нальем вот так в этот же вазон эту чесночную воду. И на полчаса погружаем цветонос в чесночную воду. Чеснок вообще удивительное растение. Многие пользуются чесночной водой. Действительно, чеснок содержит витамины группы В, витамин С, калий, кальций, фосфор, селен, микроэлементов, не макроэлементов, а микроэлементов большое количество. И в качестве дополнительных микроэлементов в поливах часто используют чесночную воду. Я этого не делаю, потому что, во-первых, мне запах не нравится, а во-вторых, чесночную воду очень любят подуры. Это для них конфета. И размножаются они после полива чесночной водой в какой-то там геометрической арифметической прогрессии, умноженной на 2. Потому что это для них питание. Прямо полноценное питание. Сёма, тебе тоже нравится чеснок? Ах ты хитрец. Я не использую, но если вам это нравится, используйте, пожалуйста, на здоровье для своих орхидей. Ждем полчаса. Прошло полчаса. И извлекаем цветонос и помещаем во флористическую губку. Эффект, который мы ожидаем, может появиться. Во-первых, вот эта почка первая, она отделилась от цветоноса, видите, небольшой рост у нее есть. Но будет ли это цветонос или детка, сейчас непонятно. Здесь тоже хорошо. Видна вторая почка. Третья нет. Но что-то там есть. Чесночную воду нужно вылить, а заливать будем сюда чистую фильтрованную воду. Помещаю цветонос вместе с губкой. Ой, мусор от этой губки. Ну что делать? И наливаю столько воды, чтобы промочить губку. Она очень хорошо впитывает в себя воду. И очень много воды. Обычно я использовала мох, но последуем рекомендациям. Так,
Сейчас сделаем по-другому. Сейчас я налью вот такое количество воды. Потом просто эту воду вылью. Я надеюсь, что губка пропиталась вся. Если губка будет быстро просыхать, конечно, воду я буду подливать. И делаю своеобразную теплицу. Это верх от молочной бутылки. Все очень просто. И будем с вами ждать чуда. Чудо случиться может. И вполне вероятно, что случится. Сработает ли это чеснок или просто так звезды сойдутся? Сейчас мы с вами сказать не можем. Но так как я делала такие эксперименты, то все возможно. Будем ждать, что произойдет. Нам, конечно, обещают, что что-то произойдет через 3 недели. Может быть, больше. Может быть, и будет какой-то толк через 3 недели. Но у нас разные условия. У меня нет такой влажности, как у азиатских блогеров. Я поставлю эту бутылку вот здесь позади себя между орхидеями и буду наблюдать. Место должно быть теплое и светлое. Они всегда говорят ставить в прохладу. Да, конечно, понятно, что у них жарко. У нас тоже очень жарко. И ставить на прямые солнечные лучи, там, где очень высокая температура, конечно, нельзя. Тут для каждого же свое прохладно. Жарко тоже, это понятие относительное. У меня на полке сейчас 25-27 градусов. Это зависит от того, как греют нижние лампы. Они нагревают верхнюю полку. Не сильно, но все равно нагревают. Днем нагревают, вечером температура становится на градус 2 ниже. Там этот эксперимент, и там эта ваза с цветоносом будет стоять. И мы с вами за этим экспериментом будем наблюдать. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Сёма ушел. Он не выдержал запаха чеснока. Сёма не просто ушел, он ушел в другую комнату на верхнюю полочку. Ну что, Сёмка, наука требует жертв.